Потому что эта пирамида была когда-то во время строительства вот этой дамбы просто засыпана. Она была полностью засыпана, и лишь в начале 20 века французы ее обнаружили, что это огромная пирамида размером в основании 100 на 100 метров. Ну вот по самым скромным подсчетам вот этот вот блок весит 10 тонн. И заканчивается эта шахта такой вот приличного размера камерой. 2 метра 70 сантиметров с каждой стороны, то есть 6,5 квадратных метров. Ну и вот здесь, пожалуйста, вы видите, мы сейчас спускаемся с этой ступени, с этих ступенек и упираемся прямо в дамбу. То есть каким-то образом, да, вот эта вся конструкция была включена в дамбу. То есть вот это все было засыпано. Да, этого не было, это все было засыпано. И очень большие подозрения, что это часть именно гидротехнического сооружения, но мы не понимаем, как это все работало. Да, самое главное, мы же не понимаем, для чего. Ну вот колонны, кстати, только недавно раскопали. Это видно даже потому, как они выглядят. Да, прям такие светленькие. Но вот эти колонны, кстати, уже выглядят не такими древними. Это то, что у нас обычно датируется веком X. Ну, знаете, все эти датировки на основании внешнего вида, это тоже довольно-таки смешно. Почему эта пирамида была здесь построена, да? Какого она века? Ничего мы не знаем. Но знаем мы одно, что вот там под водами западного Барая находятся руины целого города. Обнаружили их недавно. Не помню в каком году, но вот буквально совсем недавно, уже в 21 веке, было очень сухо. То есть влажный сезон не удался, и в сухой сезон этот Барай практически пересох. Археологи воспользовались возможностью и бросились тут же проводить раскопки. Обнаружили там остатки домов, ну, фундаменты домов, ну, понятно, там керамика, естественно, да. Куда же без нее. Ой, смотрите, тут сделали спуск вниз. Его не было. Давайте спустимся. Для красоты, так сказать. Ой, молодцы какие. Вот мне нравится Камбоджа, что люди здесь очень любят уют создавать. И вот взяли и сделали для всех вот такой вот спуск к воде. В принципе, можно купаться. Мусор, конечно, уже нанесли. Ну, ладно, что ж. Можно купаться, да. Вода чистая, естественно, потому что поступает она, ну, грубо говоря, с плато Кулен она поступает. Тут вся водная система завязана на воде, поступающей с плато Кулен. Когда-то с нее стекало две реки, Пуок и Рулоос. Потом реку Пуок перекрыли. Ой, какая хорошая вода, господи. Как и хочется нырнуть. Но я этого делать не буду сейчас. Вот, потом реку Пуок перекрыли и прорыли вот эту вот реку Семь рек. Когда это происходило, точно никто не знает, но точно более 1000 лет назад. И вот представьте себе, да, что вот здесь существовал какой-то город. В связи с этим возникает, конечно, тут же вопрос. А не была ли вот эта дамба стеной того самого города? Ведь мы даже понятия не имеем ни масштабов строения, ничего, да? То есть какие-то фундаменты там нашли, большой город, все замечательно. Но толком так ничего, естественно, сказать и не смогли по этому поводу. Если брать вот целиком официальную версию, то получается, что в XI веке кхмеры, ничтоже сумняшися, взяли, построили вот эту сумасшедшую дамбу. Уж как построили, я вообще не знаю, да, ну, ребят, ну это циклопическое сооружение, ну, серьезно, ну, блин. Историки, ну, возьмите вы хоть раз в руки лопату и попробуйте выкопать хотя бы яму метр на метр. Ну, серьезно, и тут вы нам рассказываете, что какие-то люди в набедренных повязках вот это все соорудили, да, 8 на 2 километра, 250 метров в основании, ну, это смешно, это, конечно, смешно. Вот, то есть пришли, взяли вот это вот, соорудили, наплевали на то, что там какие-то постройки, все это залили водой,
Засыпали эту пирамиду Акьюм. И самое интересное, что туда, к северу, находится еще строение, которое относится вот к тому самому городу. Как он назывался, никто не знает. Я 4 версии слышал. Аниндитапура, Амарендрапура и еще 2 какие-то. В общем, каждый историк придумывает какое-то свое название. И, честно говоря, мы не знаем, как назывался этот город. И какого он века мы тоже не знаем. Но это, возможно, даже до нашей эры существовало. Да? Что никто точно ничего сказать не может. Потому что все опираются исключительно, опять же, на данные эпиграфики и на уже написанные книжки. Вот это самое ужасное. Когда французы в свое время понаписали кучу исторических книжек, они вообще всю историю Камбоджи написали. Сейчас современные историки не знают, что с этим делать, потому что ничего не бьется с археологией, вообще ничего не бьется с археологией. Но история уже написана, ее здесь изучают в школах, ее по всему миру изучают в университетах. Она прописана во всех путеводителях. Все гиды рассказывают вот эти вот сказки, да, мифические, которые никакого отношения к реальности не имеют. Ну, это вы видите своими глазами, да, когда вы смотрите мои видео. Я думаю, вряд ли вы можете много оспорить из того, что я там произношу. Хотя иногда я говорю, конечно, глупости. Бывает. Господи, канал уже 2 года, поэтому мало ли чего я там вначале мог наговорить. Кое-что я корректирую у себя в голове. Ну, в последующих видео стараюсь исправиться, рассказать новую информацию. Потому что информацию получаешь каждый день читаешь эти научные работы. Выезжаешь на раскопки, ходишь по музеям, смотришь на это все, и возникают все новые и новые мысли. Но, честно говоря, все равно мало что сходится. Все равно мало что сходится. Чем дольше ты и чем дальше, и глубже ты это изучаешь, тем меньше ты хоть что-то понимаешь. Так вот, посмотрели мы на эту чудесную и загадочную пирамиду, с которой вообще ничего не ясно. И относить ее к какому-то веку мы не можем, да, и наличие вот этой вот шахты с камерой внизу тоже большая загадка. В общем, скорее всего, да, это действительно было какое-то гидротехническое сооружение. Ну и, конечно, тут тоже отсутствие каких-либо религиозных мотивов. Ничего тут нет, ребят, ничего. Чистая технология. Но для какой цели, мы не знаем. Так вот, сейчас мы с вами поедем дальше. Мы поедем дальше по дамбе, повернем направо, да, то есть поедем потом по западной стороне дамбы. Я вам там покажу спуск воды и покажу, кстати, места отдыха местных. Местные постоянно сюда приезжают отдыхать. Ну вот видите, поехали 2 тоже, очевидно, отдыхать. Я тоже иногда этим занимаюсь. Посмотрите, какая тут идиллия. Да, тут можно целый день спокойно провести. Вот, но мы поедем дальше, мы проедем, вернее, всю западную часть дамбы, и я там покажу вам еще один древний мост, который сохранился тоже вот от этой же инфраструктуры. А потом я вам покажу еще один загадочный объект, который, по моему мнению, тоже является пирамидой, но который вообще не был исследован, ну никак. Ну вот только пришли, сверху посмотрели, оценили, и все. А на самом деле объект тоже интересный, и его относят как раз к тому самому городу, который был затоплен. Ровно как эта пирамида, вот та пирамида к северу, а я уверен, что это пирамида. Это все относится вот к этому самому городу, в котором неизвестно, кто жил, и самое главное, неизвестно, когда. Ну вот я доехал до места, где отдыхают люди на берегу Западного Барая. То есть это у нас получается юго-западный угол. Вот видите, тут уже везде продают какую-то еду. Вот Барай непосредственно. И вот поворот дамбы. Сейчас я вам покажу, что здесь предлагают. Кошка побежала. Вот посмотрите. Да? Вот видите, тут у нас и курица, это голуби, наверное, и рыба. Рыба пресноводная, очень вкусная, местная. Еще лягушек продают. Так,
конечно, одной рукой, ну, очень экзотично рулить. А вот и лягушки, кстати. Вот лягушки фаршированные. Да, и много-много всякой рыбы. В общем, замечательно. Тут можно пивка взять или чего-нибудь другого и сидеть отдыхать. Вот в гамаках, видите, люди располагаются в гамаках. А вот это у нас спуск воды. То есть, когда воды слишком много, я сейчас буду одной рукой спускаться. Опс. И вот она туда уходит. Вот, видите, сейчас ее очень мало, этой воды. Ну, сухой сезон у нас вообще-то в разгаре, поэтому мало. Вот, можно вот эти вот покрышки, ой, не покрышки, как называется-то? Тюбинг, короче, по-английски, не знаю, как по-русски. Как их, жилеты спасательные тоже, потому что не все умеют плавать. Вот, ну а мы сейчас поедем здесь наверх. Опа! И все. И нам теперь дальше, вот по вот этой вот западной стороне дамбы, 2 километра до древнего моста. Так что встретимся на мосту, что называется. Видите, вывозят. Культура и цивилизация. Раньше все так было ужасно с этим мусором, да, все было загажено просто. Но в последние, я не знаю, уже лет 10, как, наверное, хмеры справились с проблемой мусора, и везде очень чисто. И люди сейчас приезжают, то есть если раньше приезжали и говорили, фу, как здесь грязно, то сейчас приезжают и удивляются. Надо же, как здесь чисто. А я говорю, ну вы 15 лет назад здесь не были просто. Так, вот тут у нас еще один стенд. Ну вот, как раз мы находимся здесь. Едем мы вот к этому вот мосту, Спин-Мимай, а потом Пном-Рунг. Вот она. Вот оно, вот это загадочное строение, о котором очень мало известно, практически ничего. Никаких археологических исследований там не проводилось, и его идентифицировали исключительно вот потому, что увидели на Земле. Ну, сейчас посмотрим. Кстати, не написано, в какого он века, да, то есть просто доанкорский период. Это может быть когда угодно. А что у нас здесь? Здесь ничего не видно. Здесь, по сути, в общем-то, только площадка для того, чтобы можно было отдохнуть. Да, сам Барай, он прячется за деревьями. Так, ну все, дамба кончилась, то есть она поворачивает направо, да, то есть вот это уже северная часть дамбы, по которой, кстати, я ездил один раз с Яной, мы там чуть с ума не сошли, там дорога ужасная. Мы сейчас съезжаем с дамбы, видите, едем вниз. Мне сейчас надо предельно осторожно ехать, потому что снимаю, а дорога довольно-таки песчаная, чтобы не занесло. Во влажный сезон я вам даже не советую сюда соваться, потому что все это просто одна сплошная глиняная каша. И никакого удовольствия вы от поездки не получите, поверьте мне, потому что там и лужи на всю дорогу, и, как я уже сказал, каша глиняная, в общем, только в сухой сезон. А мост этот, к которому мы едем, он ведет через уже пересохший канал. То есть там когда-то был канал, и через него как раз и был проложен этот мост из латерита. Вот, кстати, потом мы поедем вот туда, направо, и там мы будем тоже переезжать один из древних каналов, сохранившихся. Ну, а здесь вот люди живут, как видите. Сейчас мы уже скоро подъедем к
потрясающий мост, я его уже показывал неоднократно в коротких видео. Но я так понимаю, публика, которая смотрит короткие видео и которая смотрит длинные видео, она практически не пересекается. Поэтому те, кто смотрит длинные видео, вот для вас, пожалуйста. Впервые на экране, что называется. Мост Спин-Мемай. Сейчас я в тенек только встану. Фух. Становится тепло. Но не жарко, ребят, не жарко. Я не потею ни разу. Очень классная погода, как, ну, блин, как в Питере летом, я вам скажу. Это даже уже не средняя полоса, это прям реально уже наш север. Ну что ж, вот он мост. Вот, пожалуйста, из латерита. Какой он был высоты, сказать сейчас сложно, потому что, ну, вы понимаете, да, что вот здесь вот был канал. То есть вот где мы сейчас ходим, это был канал, который соединялся вот с тем каналом, через который мы сейчас будем проезжать. И дальше этот канал вел непосредственно в Западный Барай. Ну, то есть он там как-то загибался, очевидно, налево. Вот построен он из латерита, я уже сказал. Кстати, вода по старой памяти здесь до сих пор собирается, вот тут вот влажно. А во влажный сезон здесь прям вода стоит даже. Вот такая вот интересная кладка, очень неровная. Кладка консольная. Вот, кстати, да, одна из загадок, почему в Камбодже нет арок. Ну, мост довольно широкий. Я думаю, тут метров 8. Стандартно у них обычно мосты были 8-метровой ширины примерно. И надо сказать, кстати, что дороги в Камбодже были без покрытия. И это не потому, что они там чего-то не умели, или дурачки какие-то были, да, в отличие от римлян. Ну, из-за климата. Здесь же очень резкая смена сезонов. То есть летом здесь дожди, муссоны. Да, все просто льет, заливает, а вот сейчас сухой сезон и полгода никаких дождей вообще нет. И никакое покрытие, даже из латерита, даже вот из этого вот мощного камня, который выдерживает тысячелетия, вот посмотрите, камень, который добывается в мягком состоянии, по ночам его добывают, потому что на солнце он затвердевает и становится вот таким вот вечным камнем. Это уникальная совершенно история использования латерита в Камбодже. На это тоже мало кто обращает внимание. Ну, в общем-то, вся вот эта вот древняя архитектура, она вся идет от материала, от камня. Да, почему мы не видим вот таких же циклопических построек, как в Камбодже, и такой точной кладки в других местах? А там камни другие. Местный песчаник, не вот этот камень латерит, да, а вот песчаник, он позволяет как раз делать вот такие вот филигранные стыки. Ну, вообще он очень хорошо поддается обработке, если использовать, конечно, какие-то высокотехнологичные инструменты. Так просто зубилом и молотком вы замучаетесь работать с песчаником. Это камень, который, напомню вам, хорошо колется, очень хорошо, очень легко колется, но очень тяжело пилится. И поэтому, конечно, никакими примитивными инструментами обрабатывать песчаник было невозможно. Ох, какой мост! Ну, а латерит — это немножко другая история. Латерит в Камбодже у нас используется в основном в качестве основы, простите за тавтологию. Да, тот же самый Ангкор-Ват. Ангкор-Ват — трехступенчатая пирамида, позже обстроенная башенками. О чем мало кто говорит, к сожалению. Вот, он тоже в основе своей имеет латерит, да, то есть это латеритная конструкция вот из этого вот ноздреватого камня, которая потом облицована песчаником. Ну, облицовка — это не кафельная плитка, это в блоке, там в Ангкор-Вате до 10 тонн легко можно блоки найти, а в среднем тоже такие, знаете, 1,5–2 тонны. То есть, опять же, совершенно невыполнимо для тех людей, которых мы себе представляем, когда говорим о древних, да, для них это все, конечно, было бы невозможно. И об этом говорят все серьезные исследователи, да, кроме научпоперов. Ну, вот таких мостов на самом деле в Камбодже превеликое множество. Если вы поедете вот по дороге из Сием Риапа в Пномпень, примерно 6 часов ехать,
так вы просто тьму этих мостов увидите. Надо ехать, просто внимательно смотреть по сторонам, да, и то тут, то сям выплывает вот какой-нибудь похожий мост. Так что, друзья, тут в Камбодже, конечно, вот в этом смысле непаханное поле для археологов. И так жаль, что так мало внимания всему этому уделяется. Больше внимания уделяется вот этой реставрации нелепой, да, когда новые блоки вставляют. Еще и набивают на них барельефы новые. Вот это самое страшное, конечно. Вот. Ну ладно, давайте не будем о грустном. Сейчас мы проедем к еще одному загадочному объекту, который относился как раз вот к этому затопленному городу. Ну, по крайней мере, официальные историки относят его именно к этому закопанному городу. И попробуем оценить, действительно ли это пирамида, или, может, я заблуждаюсь. Но вы представьте себе, да, что мы ведь едем сейчас по какому-то древнему городу, который существовал здесь еще до нашей эры, скорее всего. Ну вот он, кстати, канал, часть вот этой древней водной системы, один из множества каналов. И нам ехать-то, в общем, не очень далеко. О, Господи! Немножко меня подзанесло. Рис уже убрали, как видите. Ну, где-то он еще высеивается, потому что разные условия у людей. У кого-то есть постоянный доступ к воде, вот больше урожаев риса в год снимает. Ну, у кого-то в сухой сезон воды недостаточно. Ну, а здесь такие вот самые, что ни на есть, глухие камбоджийские места. Хотя я нахожусь сейчас на самом деле буквально в 20-30 минутах езды от города. Ехать тут недалеко совсем. Главное, собаку никакую не задавить, а то они очень любят лежать прямо посреди дороги, сливаясь с поверхностью, как хамелеоны. Ну вот, кстати, видите, тоже стоит храм новый. Он построен на месте какого-то древнего святилища. Это норма в Камбодже. Это норма. Вот с чем хороша еще Камбоджа, тем, что тут дома не нужно строить какими-то суперпрочными, супер толстыми стенами, не надо думать об отоплении. Хотя сейчас, я вам скажу, очень холодно, по ночам, ну не знаю, плюс 15, наверное, где-то ночью. То есть прям холодно спать, я сплю под одеялом, хотя обычно я сплю без одеяла. А сейчас прям приходится не просто под одеялом, а еще и в футболке спать. А то вот позавчера ночью проснулся от того, что замерз. Прям зуб на зуб не попадал, пришлось срочно надевать футболку. Так, нам вот здесь налево поворачивать. Я там уже был не раз. Мне очень нравится этот объект. Именно своей древностью, когда туда попадаешь, ты прям чувствуешь дыхание истории. Да, вот здесь нам налево. Ах, ну и дорога. Ну и дорога. Ну, видите, здесь во влажный сезон просто дороги размокают настолько, что потом все это засыхает и превращается вот в такой вот ужас-ужас. Наехал, напылил-то. Так, мы уже приехали, друзья. Я вот узнаю вот этот желтый дом. А можно было вот здесь заехать, да? Ну, мы подъедем к табличке, давайте. Давайте подъедем к табличке. И они здесь пишут, опять, ничтоже сумняшися, друзья. 7 век. А вспомните, мы только что видели, что на самом деле неизвестно, когда это было построено, да? На стенде мы видели, что там было написано доангкорский период. А доангкорский период — это хоть 10 тысяч лет назад, друзья. Так, ну ладно, давайте
заедем. Вот посмотрите, мы поднимаемся наверх, и они нам при этом рассказывают, что это не пирамида. Они нам при этом рассказывают, что там была одинокая башня. Ох, как меня сейчас занесло красиво. О, чуть не вылетел. Фу, ну солнце совсем ушло. Это темнота. Прям темнота. Ну вот, друзья, смотрите, приехали в лес за орехами. Итак, как я уже вам сказал, вот этот объект у нас не исследован. Да? Исследовали только то, что здесь наверху. А то, что внизу, никто ничего не исследовал. Они просто приехали, посмотрели, описали то, что они здесь увидели. И сказали, да, окей, это значит у нас, похоже, 7 век. Ну, то есть по совершенно косвенным признакам, что это 7 век. И это была одинокая башня. Все. И на этом работы были закончены, друзья. Ни историки, ни археологи больше к этому объекту не возвращались. И что же мы здесь видим наверху? Мы видим вот такую вот площадку. Как вы видите, да? Мощная четырехугольная площадка. Вот она, четырехугольная площадка. И на самом верху мы видим блоки песчаника, которые вот здесь вот формировали у нас дверной проем. Вот видите паз. То есть здесь стоял пьедруа, или ну как, боковая часть дверной коробки. Пьедруа называется. И вот здесь тоже видите паз. Вот. Ну и сверху была еще перемычка. А перемычка, возможно, лежит вот там. Давайте подойдем, посмотрим. То есть это, скорее всего, перемычка, которая... ну да, вот они, пьедруа лежат. Вот, видите, боковая часть дверной коробки. Вот еще одна боковая часть дверной коробки. Это у нас что-то с круглыми пазами. Ну, так себе, кстати, вырезанные пазы. Но, очевидно, не нужно было высокой точности для этого. И вот это, наверное, была перемычка сверху. И на ней мы не видим никаких богов, ничего. Мы видим просто обычный цветочный орнамент. Это то, что характерно для, очень древних построек. Да, то есть это время дорелигиозное. Дорелигиозное время. Ну и тут еще тоже. Наверное, не одна была дверная коробка, да, это просто они в ряд сложили то, что нашли. Вот здесь тоже, наверное, была, возможно, дверь, да, может, со всех 4 сторон двери. И что мы здесь видим? Мы видим похожую конструкцию, как в Акьюм, как на пирамиде, где мы только что были. Внешне похожая конструкция, но меньше, значительно меньше. Но от этого впечатляет не меньше. Вот что я вам скажу. Давайте посмотрим, где тут у нас что идет. Вот это у нас рыжие муравьи. Мы их трогать не будем. Вот здесь начинается блок. Вот он идет. Очень жалко, что у меня нету измерительного прибора сегодня. И вот здесь он, наверное, заканчивается. Да? То есть, судя по всему, вот эта часть сюда вставлена, но не факт. Давайте проверим. Я не знаю. Похоже, да. Похоже, что вот эта часть вставлена сюда. Вот оно везде идет, да? Вот этот паз, он идет везде. Возможно, что вставлено. Ну, допустим, хорошо. Вот. Потом вот этот вот блок у нас, если он сюда вставлен, это не факт. Да, вот этот блок у нас все-таки идет отдельно. Вот эта плита лежит на нем сверху. Да, то есть мы имеем вот эту нижнюю часть, потом идет вот этот вот блок. Очень похож на самые древние постройки в Камбодже. Вот как, например, ашрам Маха-Русей в Самбор-Прейкуке. Тоже такого же внешнего вида. Ну, это большое строение довольно-таки, но выглядит вот примерно так. И так же, как еще одна постройка дольменного типа, которую я нашел, ну, очень далеко. Очень далеко. Это в районе Коке. Но только не в самом Коке, а сильно дальше. А вот по внешнему виду очень похоже. И ашрам Маха-Русей, он датируется, 7 веком, они говорят, на самом деле, так как
Он не похож ни на одну другую постройку в Самбор-Прайкуке. Скорее всего, это гораздо более древнее здание. Ну ладно, сейчас не об этом, а Самбор-Прайкуке. Смотрите, у меня несколько фильмов. Вот, пожалуйста. Смотрите, там все, и там и ашрам Маха-Русе, и другие объекты. Потом у нас идет вот эта плита сверху, и в нее вставлена еще вот эта интереснейшая йони. Смотрите, парфюм кто-то оставил. Интереснейшая йони, у которой вот такое вот круглое отверстие. Круглое отверстие. Ну тут вот, кстати, и видно все эти запчасти. Видите, они, где они переходят друг в друга. Потрясающая йони с круглым отверстием, не с квадратным, как во всех камбоджийских йони. Да? Квадратной частью вставлялся лингам, а круглая часть. То есть это какая-то технологическая история. Ну и наличие вот этого вот спуска тоже говорит нам о очень большой древности этой конструкции, потому что в анкорских конструкциях мы ничего подобного не видим. Мы видим только спуск йони, а вот этого вот вывода жидкости за пределы башни, как здесь он был, да, мы не видим. Мы не видим. Вырез йони, давайте посмотрим. Очень, очень качественно, очень гладенько вот это все сделано. Ну, конечно, мы видали йони и более впечатляющие. То есть они прям отполированные, блестят, в них все отражается. Ну, честно говоря, я не знаю, может быть, и это такой же была. Потому что представьте себе, она 1500 лет вот так вот под дождем и солнцем находится, и вот эта вот патина, да, это выходы солей, металлов, которые содержатся в песчанике, мне кажется, они полировку могут сожрать. Ну, врать не буду, может быть, она была просто отшлифована. И здесь уж еще вот такие вот тонкие плиты. Кстати, заметьте, да, что сигареты духом тоже можно подносить. Это люди все приносят, ведь, кстати, не какому-то Шиве. Нам говорят, вот это храм, посвященный был Шиве. Ну, потому что тут йони, да, ну, соответственно, лингам. А лингам у нас что? Лингам у нас символ бога Шивы. Господи, я весь в насекомых. Вот, лингам у нас символ бога Шивы. Вот они говорят, ну, раз тут стоит йони с лингамом, значит, это точно храм, в котором молились Шиве. Ну, все-таки лингамы, наверное, были нужны для чего-то другого. Мне кажется, что уже глупо в наше время, после стольких лет исследований, все еще твердить вот эти мантры о богах, королях и храмах. В общем, это очень какая-то древняя постройка. Кстати, кирпичи, возможно, появились позже, да, то есть то, что здесь была кирпичная башня, нам рассказывают. Ну, так оно, может быть, и позже и появилось-то. Может, это как раз уже были кхмеры. Может, как раз именно в том самом 7 веке они вот и строили из кирпича. Хороший кирпич. Кстати, почему, я вот все время задавался вопросом, а почему кирпич все время мы видим в обломках? Да? Очень много обломков, как будто кто-то специально его раскалывал. На самом деле это просто структура кирпичей такая в Камбодже. Они очень хитро устроены. То есть это не просто взяли глину, обожгли и сложили. Не-не-не, я про это еще обязательно напишу статью в своем телеграм-канале, друг Аркадий, подпишитесь, не забудьте. Вот, то есть кирпичи были очень-очень хитро сделаны. Это помогало им выдерживать вот этот ужасный климат в камбоджийский, да, с муссонами и засухами, но в то же время он и недостаточно прочный. Понимаете, да, вот такой парадокс. Ну вот, друзья, посмотрите, разве это нам не напоминает ту же самую пирамиду? То есть мы видим ту же архитектуру, если можно так сказать, пьедестала, что и в предыдущей пирамиде, да? Мы видим тоже какой-то кирпич валяется. Мы совершенно не знаем, из чего построено вот это основание, потому что никто ничего не копал. Дальше. Вот видите, мы спускаемся, и дальше уже начинается следующий уровень. Нам говорят, что это был ров вокруг вот этого храма, скажем так, да, но похоже, что это был все-таки не ров, похоже, что это был еще один уровень. Ну, не знаю, врать не буду.
То, что нам говорят, что здесь отсутствуют лестницы, что это не может быть пирамидой. Друзья, тут такой слой глины. Я не знаю, сколько метров тут нужно копать, чтобы докопаться до вот этой ступени, если она существует, ступени пирамиды, да? Не знаю, 2 метра, может быть, надо снимать здесь, может быть и больше. Ну, потому что даже в Анкор-Вате засып, вот там, где сейчас люди ходят по травке, да, с западной стороны, с главной стороны Анкор-Вата, там ведь засып 1,70 метра примерно. То есть на глубине 1,70 метра находятся еще другие, более древние постройки в Анкор-Вате. Об этом тоже мало кто говорит, мало кто знает. Но это факт. Есть даже фотографии этих раскопок. Я вот сейчас куда иду? Я сейчас иду туда, где я вижу обрыв. И этот обрыв, мне кажется, и есть доказательство того, что это ступень пирамиды. А вон дальше мы видим следующую ступень, видите? Вот он идет, обрыв. Ну, никак не обрыв, спуск, пологий спуск вниз. И дальше опять он становится ровным. То есть вот мы видим ровную площадку, потом пологий подъем, потом опять видим ровную площадку и потом подъем. Вы скажете, площадка большая, слишком большая, да, для пирамиды? Ну, не знаю, друзья, вот только что в пирамиде Акьюм вы видели, да, мы находились на 2-й ступени, а она гигантская. Она была гигантская. Да, друзья, вот один из самых тоже загадочных объектов, остаток того города, который был когда-то затоплен. Когда и кем, мы не знаем, да, но вот дата 11 век, дата строительства Барая, это, конечно, уже глупость, да, это уже многие исследователи отрицают. Вот древний кирпичик, видите, кусочек валяется. Вот. То, что это 7 век, это тоже оспаривается. В общем-то, все датировки в Камбодже уже давным-давно были оспорены. И историю надо писать заново, друзья. Надо писать заново и надо смотреть глубже. Потому что то, с чем мы сейчас в Камбодже имеем дело, да, все эти так называемые храмы, это наносное. Это наносное. Вот вы знаете, кстати, расскажу вам такую историю, когда французы начали только свои исследования здесь, в Камбодже, да, начали раскопки. Ну, по сути же, мы должны быть благодарны французам за то, что они все это откопали, потому что это все было под землей, все было заросшим какими-то тропическими деревьями и так далее. И это все откапывали французы. Так вот, когда они реставрировали храмы, так называемые храмы, да, то они уничтожали поздние наслоения, то есть там, скажем, наслоение 15-16 века, а большинство из вот этих построек, даже заброшенных, даже заросших, они в 15, 16, 17 веке, в 18 веке могли использоваться. И люди, не умея, естественно, реставрировать вот эти мегалитические здания, они как-то их там корявенько достраивали, пристраивали к ним что-то. Так вот, французы все это уничтожили. И, честно говоря, мы должны быть им за это благодарны, потому что если бы не они, мы бы не видели того, что мы видим сейчас. Но самое-то интересное, что то, что они оставили, это тоже позднее наслоение. Тот же Анкор-Ват, да, вся его основа – это что-то очень и очень древнее, что-то нам совершенно непонятное. Но я все время обращаюсь к Анкор-Вату, потому что это самый известный объект, да, все его знают. Но это касается любого мегалитического объекта здесь, в Камбодже, да. То есть везде мысленно надо убирать вот эти вот поздние наслоения. Ну, понятно, сейчас уже никто не будет этим заниматься, да и не надо, потому что и поздние наслоения, они все равно неповторимы для нас в большинстве случаев. Но просто я хотел поделиться с вами этим фактом, чтобы вы просто знали об этом, да? Ну что, друзья, на этом, пожалуй, все. Все, что я хотел сегодня показать. Я надеюсь, что вы довольно много теперь знаете о гидротехнической инфраструктуре Кхмеров. Ну, по крайней мере, имеете хоть какое-то теперь представление, да, о том, что эта инфраструктура была просто уникальна на планете. Приезжайте в Камбоджу, смотрите на все это своими глазами. Если хотите мое сопровождение, то пишите. Моя почта drukarkady@yandex.ru. Ну, либо WhatsApp, Telegram. Все контакты есть в описании к этому ролику. Подписывайтесь на телеграм-канал Друг Аркадий.
Ну и подписывайтесь на Boosty, кому не жалко 200 рублей в месяц, чтобы поддержать наши исследования. Ну а на этом пока. Увидимся в следующем ролике.